Всем добрый вечер, друзья мои. Итак, очередной шедевр выходит известного одного клоуна, которого мы все хорошо знаем. Снимаем агрессию с человека. Какой-то там что-то надо. Хорошо, что он уже припас белых свечей побольше у него, молодец. Вот, имена чьи-то называем, хотя непонятно, если агрессию усмиряешь у одного человека, да, как можно имена двух людей называть? Агрессора и жертву, что ли? Непонятно, в общем. Хочу вам сказать, что вот подобные ритуалы с подобными названиями, конечно, взяты у меня. Потому что, если помните, есть у меня ритуал, можете посмотреть. Вернее, заговор. Усмирить демона агрессии. Это когда при внезапной опасности нужно успокоить человека. Это делает только профессионал, это делает только практик. И то, что вы будете делать на кого-то усмирение агрессии, простой человек, да, то я вас уверяю, что вместо усмирения агрессия усилится. Я 100 раз повторять не буду, умные люди уже поняли, глупые люди могут дальше там сидеть, это их дело, это их забота, меня они меньше всего волнуют. Но хочу на всякий случай все-таки и предупредить, и сказать, что вот в этой книге, которая вышла, собраны все скоропомощники. И там туда входят вот эти все заговоры и ритуалы от внезапной опасности, от агрессии. И все, что здесь содержится, есть на моих каналах. Можете вполне найти. Я сейчас буду читать, что можно начитывать, когда человек агрессивно настроен против вас в данную минуту, да, как можно усмирить эту агрессию, убрать подальше простому человеку. Что можно простому человеку сделать? Потому что можно практику, я уже сказала, что такие агрессивные действия и угрозы и прочее, простой человек не в состоянии убрать. Он может еще больше накликать беду, но никак не убрать. Так вот, сейчас в данный момент даю то, что можно делать простому человеку. Поскольку люди ленивы, им лень очень это все посмотреть, да? Вот я даю. Ритуал пригодится для того, чтобы перед совещанием вызову к директору на ковер важными переговорами не случилось конфликта с начальством. Это защитный круг. Уйдите к себе в кабинет, другое укромное место, где вас не будут видеть и мешать. Покружитесь вокруг себя и мысленно, чертя круг, говорите: «Круг защитный, тьма духов, меня оберегайте от зверя, от лиходея. Аминь». После этого значительно дела пойдут легче и от вас отстанут. И вот этот день ревизии или проверки пройдет для вас очень благополучно. Это один способ убрать агрессию с человека, который на тебя агрессивно настроен. Второй момент. Проверок, ревизий, каких-то нападок на вас и так далее. Читаем. Идет князь на меня проверять, а я облачусь в туман. Да напущу туман. В тумане, князь, ходи, разумом не зри, глазами не гляди. Пришел корольком, да иди гуськом. Истинно. Говорите это 7 раз. И спокойно идите по своим делам. Не будет той агрессии против вас, которая уже планировалась. Когда агрессия в доме, например, от ссоры в доме, чтобы это вся агрессия остановилась и прекратилась. Говорим, называем имя человека и шепчем слова, чтобы никто не слышал. Как немой не говорит, так и ты имя не мей. Аминь. Говорим столько раз, пока он не успокоится. Спокойно. Это можно относить и к мужу, и к жене, и к ребенку, который бушует, и к свекрови, и к свекру, кому хотите. Далее, опять же, от агрессии, агрессивного натиска или опасности, агрессивного нападения. Если у вас перед вами сильная опасность, нужно сказать следующее. Или вы, например, собираетесь выйти, да, с автобуса и боитесь ночи, и перед вами неизвестность. Скажите это. Сила тьмы, меня защити, разок позволь обратиться. Тебе верю, ты мне в помощь. Заклято. Говорите это несколько раз. Как откупаться от всего этого? Потом где-нибудь оставляйте мелочь. Когда у вас все это получится, вам станет легче. Оставляйте где-то в таких местах под деревом, возле подъезда, возле дома. Оставляйте мелочь. И говорите: откупаюсь за такой-то случай. Например, назовите, когда они вам помогли. Потому что силы следят за вами, все это видят. А мелочь, деньги, сигареты,
алкоголь и так далее, это энергия. Энергия, которую вы отдаете за их энергию, которая пришла к вам на помощь. Далее, если вот увидели неприятную компанию, вот боитесь их агрессии. Названия-то разные, но это все относится к одному и тому же, к агрессии. Боитесь, для себя прочитайте, прежде чем они к вам подойдут. Марокко, Марокко, обморочу, одурачу, будь по-моему, заклято. А потом говорите свои желания. Пусть они меня там не заметят, пусть пройдут мимо, пусть меня не трогают и так далее. Читайте несколько раз, от 3 до 7 до 12. В момент опасности, если в момент опасности у вас нет ни времени, ни сил что-то там говорить, особо там на ум ничего не приходит, все время говорите в момент опасности или агрессии на вашу сторону. Кто бы ты ни был, помоги, и тебе зачтется. Один раз достаточно сказать, и беда минует, рядом пройдет. Вот от внезапной опасности или от внезапной агрессии, если вы боитесь взлома, кражи, там, криков, агрессии, или идете домой поздно с работы, боитесь, и говорите для себя, что пришло, то ушло, меня не задело, стражник мой мне в помощь, заклято. И вот еще один заговор скоропомощник при опасности, он очень сильный, очень эффективный и отличный. Вот если вы возвращаетесь домой, либо у вас ребенок не отвечает на телефон, вы боитесь, если вы переживаете за близкого человека и боитесь, чтобы у него не было каких-то опасных происшествий и так далее, читайте это 7 раз. За 7 гор, 7 морей есть ведьма Соломея Шептуня. Одним глазом зрит, другим глазом спит. Прошепчи, древняя колдунья, Соломея Шептуня, шептом отгони тучи черной, силы грозной, пусть отходят они с моего пути. Отшепчи беду, отшепчи преграду, дай Соломея взять свою награду. Отшептала Соломея Шептуня, беда сгинула. Аминь. Вот когда беда закончится, минует, вам нужно оставить откуп, вещь или что-то новые какие-то вещи внизу, например, возле подъезда или где-нибудь возле дерева, чтобы люди забрали. Неважно, кому они достанутся. Да, и говорить при этом. Возьми, Соломея ведьма, и передай, кому пожелаешь, как благодарность. Очень много у меня заговоров и ритуалов от агрессии, от внезапной опасности и прочее. Есть у меня такие заговоры скоропомощники или заговоры для всех. Посмотрите эти темы в моих разных аккаунтах. Так вот агрессию против агрессии, вот эти заговоры, они самые эффективные. А все остальное, именно снять такую агрессию на уровне профессиональном, могут только профессионалы. Поэтому вам решать, где вам удобнее, лучше и что у вас больше внушает доверие. Всем удачи!